Привет! Часто в курсах мы видим такой небольшой элемент геймификации, как выбор персонажа, за которого мы будем проходить обучение. Сегодня мы пойдем немного дальше и сделаем редактор персонажа, в котором пользователь сможет полностью настроить его внешний вид. Давайте переходить к сторилайну. Итоговый продукт у нас будет выглядеть вот так. Выбираем пол персонажа. Теперь мы можем настроить его внешний вид, поменять прическу, глаза, нос, одежду, штаны и обувь. Нажимаем ОК. И на следующих слайдах у нас появляется выбранный персонаж. Давайте разберем, как это работает. Мы выбираем внешний вид персонажа. И для того, чтобы его как-то отображать на новых слайдах, нужно сохранить, то есть запомнить этот выбор. Для этого нам потребуются переменные. Создаем логическую переменную с полом. Если она равна правде, значит мы выбрали персонажа женского пола. Если не правде, соответственно мужского. И числовые переменные для каждого элемента персонажа. В моем случае это тело, глаза, волосы, ноги, нос и ботинки. Переходим к первому слайду с выбором пола. Тут все просто. При клике на девочку мы присваиваем переменной с полом значение true и переходим на следующий слайд. При выборе мальчика присваиваем переменной значение false и также переходим на следующий слайд. На следующем слайде мы уже настраиваем внешний вид нашего персонажа. Здесь у нас два слоя. Один с настройкой внешнего вида мужского пола, второй с настройкой женского. На самом слайде у нас установлено два триггера. Когда время слайда начинается, мы переходим на слой с мальчиком, если переменная с полом равна false, и на слой с девочкой, если переменная равна true. На этих слоях у нас находится сам персонаж и кнопки для изменения его внешнего вида. Начнем с персонажа. Он сделан не одной картинкой, а собран как конструктор из составных частей. Нос, голова, одежда и так далее. Зайдем, например, в голову. Голова состоит из 5 стейтов. В стейте Normal у нас просто прозрачный прямоугольник с прозрачностью 99%, а на стейтах с цифрами находятся разные головы нашего персонажа. Изначально отображаем объект в первом стейте. Аналогичная ситуация с другими частями тела. Составление персонажа из кусочков – самый трудоемкий процесс в разработке этого продукта. Нужно подобрать части тела так, чтобы они подходили друг к другу и правильно их расположить на слайде. Теперь переходим к кнопкам, которые меняют внешний вид персонажа. Разберем на примере кнопок, которые меняют одежду. При клике на кнопку «Вперед» мы увеличиваем на 1 переменную body, в которой у нас будет храниться информация о том, какую одежду выбрал пользователь. При клике на кнопку «Назад» мы, соответственно, будем вычитать единицу из этой переменной. Значение переменной у нас меняется, одежды пока нет. Как будет работать эта механика? Если значение переменной равно единице, мы должны показывать стейт с номером 1. Если двойки, соответственно второй стейт и так далее. Тут важно поговорить о небольшом подводном камне. Каждый раз, когда мы будем кликать вперед, переменная body у нас будет увеличиваться на 1. То есть она будет равна единице, потом двойки, тройки, четверки, пятерки и так далее. А стейта у нас всего 3. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы цифры от единицы до тройки у нас менялись по кругу. То есть, если сейчас значение переменной body равно 3, пользователь кликает вперед, оно должно стать равным не 4, а снова единице. Есть несколько способов реализации этой механики. Рассмотрим, на мой взгляд, самый простой и самый удобный. Сделаем дополнительный триггер. Когда переменная body меняется, мы присваиваем ей значение 1, если переменная больше 3. То есть теперь, если значение переменной равно 3 и мы нажимаем вперед, то оно изменится на 4 и сразу же поменяется на единицу. Аналогичный триггер сделаем для кнопки, которая меняет значение переменной, только теперь мы будем присваивать переменной body значение 3, если значение меньше единицы. Теперь нам нужно менять стейт объекта с одеждой персонажа каждый раз, когда переменная body меняется. Пишем триггер. Когда переменная body меняется, меняем стейт одежды персонажа на первый и в дополнительных условиях указываем, если значение переменной body равно единице. Аналогично делаем для второго стейта. Меняем на второй стейт, если значение переменной равно двойке, и на третий, если равно тройке соответственно. Эту процедуру проделаем для остальных частей тела нашей девочки, и ровно то же самое сделаем для персонажа мужского пола. Теперь нам нужно сделать так, чтобы выбранный персонаж отображался на других слайдах. Переходим на слайд, копируем на него персонажей и переводим все кусочки наших персонажей в скрытое состояние. Теперь создаем смайлик. Чуть позже объясню, зачем он нам нужен. И переходим к триггерам. Когда время меняется, здесь мы выбираем не начало слайда, а появление нашего смайлика. Мы меняем голову персонажа мужского пола на первый стейт, если переменная с головой равна единице и если переменная с полом равна false. То есть если мы выбрали мальчика. Аналогичные триггеры делаем для остальных частей тела мужского пола.
И практически точно такие же триггеры делаем для персонажа женского пола. Только в условиях указываем, что значение переменной с полом должно быть равным true. То есть теперь, когда наш смайлик появится на слайде, он переведет все кусочки нашего персонажа в те состояния, которые мы выбрали. Так зачем нам нужен смайлик? Если мы возьмем, выделим нашего персонажа, скопируем и вставим на новый слайд, он скопируется без триггеров. То есть все триггеры нам придется прописывать заново. Здесь у нас есть два варианта решения этой проблемы. Первый. Мы можем просто дублировать наш слайд, и тогда, естественно, все триггеры будут дублироваться вместе со слайдом. Но здесь, естественно, есть и ограничения. К примеру, мы захотим сделать тест, продублировать слайд, у нас уже не получится. Придется копировать персонажа и заново добавлять все триггеры. И второй вариант. Мы можем скопировать наших персонажей вместе со смайликом, и тогда все триггеры тоже скопируются. Все готово, теперь мы можем быстро добавлять новые слайды в наш курс. Ссылку на шаблон я прикрепил в описании к этому видео. Надеюсь, оно было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Пока.